Приветствую, друзья! О наушниках серии Duno Titan слышал, наверное, каждый уважающий себя меломан. Это была настоящая революция в мире динамических излучателей, и она, кстати, до сих пор продолжается. Сегодня мы говорим о их совершенно новой реализации в ключе однодрайверной модели Titan S2. Как всегда, Duno – это про качество, богатейший комплект и просто сногсшибательный внешний вид. О них и говорим. Поехали! Коробка у наушников, как видите, ярко-красного цвета с логотипом Hi-Res Audio сертификации и списком их основных технических характеристик. В комплекте была документация, плотный серый бокс и целая куча силиконовых амбушюр разного вида. Поверьте, здесь есть из чего выбрать. Кабель на вид солидный, похож на их фирменный Lyre Mini, но чуть другого цвета и с сопротивлением в 0,4 Ома против 0,26 Ома на каждой из жил. Лично мне нравится такой змееподобный формат и наличие штекеров сразу на 3,5 и 4,4 мм джек. Чашечки здесь полностью из металла с классическим L-образным корпусом, единственным отверстием для компенсации и красными включениями, имитирующими сменные фильтры у топовых моделей. Да, тут ничего не меняется и не откручивается. Зато сидят они удобно, словно литые, да и смотрятся крайне достойно. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас просто супер быстрый по затуханию импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,4%, что очень хорошо. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы видите на соответствующих графиках. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 7,5 дБ с пологим таким переходом на середину. Чуть более выраженная область разборчивости с платом до 5 кГц. Знакомый всем пик на псевдодетализации и потихоньку убывающие высокие частоты. Да, это не особо похоже на Симгод EM10 или T-Audio Hype 4, хотя и не сказать, что сильно от них отличается. А вот на фоне Duno Falcon Ultra, герой обзора, менее яркие и агрессивные, с чуть лучше подсвеченными верхами. То есть настройка у нас самого высокого уровня. Если уж с чем и сравнивать героев обзора, то только со свеженькими Симгод EVO 300, тем более, что и цена у них почти совпадает. Для точности я использовал один и тот же кабель и одинаковые насадки типа КБ-07. И знаете что? У них действительно очень много общего. Звучание мне показалось целостным, довольно четким и просто сверхэмоциональным. С наилегчайшим уклоном в верхнюю часть диапазона и какими-то совершенно невероятными скоростными характеристиками. По прозрачности и текстурам до уровня планара они, наверное, еще не дотягивают, но где-то уже близко к тому. При этом тут просто гениальная динамика, сочный упругий бас и прямо-таки насыщенная певучая середина. Не так, как, например, у T-Audio или Yanyan, где все намного жирнее, а со своим таким поджарым и очень техничным характером. Отличаются же они, так сказать, подходом к построению целостной аудиальной картины. Titan S2 на слух гораздо четче, чуток агрессивнее и даже немного грубее.
Каждый инструмент здесь находится на своем законном месте и как бы дополнительно очерчен. В то время как 7 год звучат в целом мягче, теплее, где-то подсвечивая инструменты, а где-то позволяя им слиться воедино. Ну и вокал на EVO-300 звучит слегка ближе, тем самым укрупняя образы и чуть вытягивая сцену по горизонтали. В плане же комфорта, общего драйва и сбалансированности они плюс-минус одинаковые. Из важного еще отмечу довольно сильное влияние на героев обзора использованного с ними кабеля. Со штатным, на мой взгляд, были небольшие просадки по массе, глубине и насыщенности звучания. Естественно, не критично, но все-таки. При этом, хотя выглядит он в точности как Lyre Mini, последний звук утолщает, добавляет ему бархатности и некоторого объема. Ну а синий Kenera Ace 2.0 делает все то же самое, только чуть-чуть ослабляя резкость. Напомню, резкости тут с солидным таким запасом, а значит все эти манипуляции с кабелем на степень прорисовки и общее разрешение совершенно не влияют. Так что замена кабеля у Titan S2, на мой взгляд, вполне обоснована, но, как всегда, не обязательно. Для закрепления, повторюсь, здесь просто невероятно подробное, чистое и очень четкое звучание с довольно неплохой выразительностью, живым сверхэмоциональным характером и хорошим таким уклоном в техническую часть. Как минус, на фоне тех же EVO-300 они более напористые и злые, веса у них не сказать, что много. Ну и в плане сцены Titan S2 дают не особо глубокую и не столь богатую воздухом картину. Для чего-то сложного академического, оркестрового и джазового я бы, наверное, предпочел те самые 7 год EVO-300. Вот там реально и пространство, и эшелонирование, и масштаб. Герои же обзора прекрасны в роке, металле, различной агрессивной и не очень электронике, а также всем текстурно и вокально ориентированном. Не скажу, что из этого на самом деле лучше, у каждого свои приоритеты, но немного грязная, я бы даже сказал, отвязная подача у Titan S2, конечно, притягивает и по-своему завораживает. Какой-то особой мощности для раскачки здесь не нужно. Они даже чувствительнее, чем EVO-300. Источника им тоже хватит даже мобильного. Главное компенсировать их по весу и техничности. То есть плеер или ЦАП должен быть насыщенным и предельно мясным, пусть даже не с лучшими скоростными характеристиками. Наушники этот вопрос поправят, одновременно подняв собственный вес и нарастив того самого жирка. В целом очень круто, подробно и музыкально. Мне, друзья, понравилось. Итогом наушники Titan S2 от всем известной компании Dunu довольно стильно смотрятся, удобно сидят. Кабель в комплекте нормальный, минимальные искажения, крайне быстрый импульс, богатейший выбор амбушюр и просто топового уровня настройка АЧХ. Звучит модель чисто, технично, очень подробно, с великолепными атаками, выразительностью и эмоциональной вовлеченностью в материал. Из минусов они чуть злые, не особо умеют в прорисовку пространства сцены в глубину и не самые насыщенные по массе. Есть у них, конечно, и объем, и глубина, и приятная аналоговая теплота, но всего этого добавили словно приправы. А так они драйвовые, чуть грубые, в меру яркие, более ровные, чем те же сивгаки, с великолепными низкими частотами и прорисовкой на уровне дорогих планарных излучателей. В свою цену это просто огонь. А у меня на этом все. Это была модель Dunu Titan S2. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра!